Друзья ютуберы, привет! Вот снова я, и вы дождались наконец-то ваши классные пересказы на классный сериал. Но сегодня попиздить по душам у нас не получится, потому что у меня просто дохерища дел. Так что переходим сразу к пересказу сериала «Клан Сопрано», 3 сезон, 6 серия. Приятного просмотра. Пока не вернешь мне долг, твоя бритая пизда принадлежит мне, поняла? Так как все происходит в стриптиз-баре, где очень всего много, что нельзя добавлять на YouTube по правилам YouTube и сообщества, как бы это сообщество не хотело, к сожалению, это добавить не смогу. Скажу, что это Катя, которую долбит Ральфи. Тони не нравится сидеть за обычным столом, за всей семьей, потому что дочки рядом нету. Дочка задолбала, потому что в предыдущих сериях было ясно, что она встречается с угольком, которому вообще плевать на все. Он забрал у него дочь, и ему это очень сильно не нравится. Мэдо, дочь Тони, хочет подтвердить свою профессию по поводу прочищения дырочек. Но тут заявляется жирная хрюшка, которая говорит, что ее бесит ситуация, которая происходит на Украине. Ей говорят, что до этой ситуации еще 20 с лишним лет. И говорят, чтобы она успокоилась, потому что она мало того, что немножко перебила интимную обстановку, она еще сидит и нагнетает свою гнетущую противную обстановку. Она сидит и ноет, как в мире людям херово жить. Потому что люди, которые работают на шахте, живут намного лучше, особенно с болезнями, которые превращают их нелегкие в камень. А ей, бедный, херово, потому что она не знает, чем ей даже заняться. Но жирную плюшку шлют нахер, ее выгоняют, проветривают комнату от ее запаха вони и начинают жариться. Ну, как жариться? Она развеивает миф, что у всех чернокожих длинный, ведь когда-то вот недавно он сказал в предыдущих сериях, что все-таки у него один из родителей был евреем. И в общем как бы он спиздил в общем-то оргазм и как бы ничего не получилось. Но все радуются. Мэдо за какое-то долгое время все-таки решает прийти домой, потому что папа был все-таки прав. В чем прав, непонятно, но то, что она обсирала его говном с ног до головы, потому что он отец, а не какой-то настоящий любимый мужчина, который как бы будет помимо мужчины еще что-нибудь делать, как обычные парни. И если вычесть то количество сотен пацанов, которые были у нее в шахте, в парадном, в шоколадном и даже в верхнем вестибюле, она считает, что теперь у нее был получернокожий парень. Настоящие ребята под кокосиком и под винишко сидят уже и кайфуют, попивая астраханское вино. Тут опять заявляется эта хлебница, которую долбит Ральфи, но хочет его обнять, а он говорит, как бы, сколько ты пересосала, иди отсюда нахер. Ральфи под кокосом. Под каким не скажу, а то YouTube будет завидовать. И Ральфи идет, начинает всякую херню творить. Пристает к толстенькому, вспоминает фильм «Гладиатор». Но это не где тот самый актер снимался, а скорее другой. Одна из стриптизерш высасывает яд из маленькой палочки Тони. Но ему это все мешает, потому что Ральфи решил пиздануть в глаз бедному толстяку. Ральфи проявил большое неуважение. Толстяка решили отдать ему на попечение, чтобы он отвел в больницу, но все равно он всем испортил сегодняшний день. Мэдо опять как всегда думает про свою жирную подружку и про маленький секретик своего большого черного парня, который в принципе мог, но что-то не захотел. Но все равно подружек у нее пока нету, та с лошадиным еблом куда-то исчезла. Или точнее ее просто выгнали и решили вообще вот в этот институт не брать, потому что чмо страшное здесь не нужно. Вечером они решают немножко позабавиться, но понимают, что у него маленький, и вроде бы все, опять занимаются уроками, и уже ближе к ночи берут свою жарабасину и идут гулять, находят бомжиху, которая была когда-то учительницей. Жарабасина хочет дать как бы бомжихе мелочь, но бомжиха поворачивается к ней задницей, падает в штаны, и я очень мерзко, увидев это все, не захотел бы показывать, что там пиздец какой, блядь, был. Такого шока Жарабасина поняла, что ей нужно худеть, чтобы то же самое не было и у нее. И начинает, собственно, вонять и ныть, как херово в мире жить.
Мэдоу понимает, что ей надо побыстрее выспаться. Она отправляется у чернокожего Джанго освобождать ее подружку, чтобы он ее хотя бы чуть-чуть отвлек. А сама идет спать в подмышке матери, которая как бы вроде бы тоже уснула. Непонятно, как дочь зашла, ключей-то у нее не было. И она залезла и начала дрыхнуть, рассказывая, как херово теперь ей. Мать говорит, что лучше бы она ее не рожала, дочка переспрашивает, сказала, но мать уже говорит, что так и так, если все идет в жизни херово, надо этому радоваться, потому что жизнь иногда она все-таки может и закончиться. И дает ей, в принципе, хороший совет, чтобы она заткнула ебло и легла спать. Тот же совет примерно Тони дает той шлюхе, которая говорит, что она залетела, оказывается, от Ральфи, но боится и хочет делать аборт. Надо делать или не надо делать. Но как бы Тони говорит, что у тебя уже есть сын, и ты его пиздишь, его у тебя забрали, надо как бы, вроде бы и даже и не забрали, раз ты с ним видишься, но все равно, вот это тебе одолжение не нужно, так что ты знаешь, что делать. Так как Мэду понравилось спать у матери в кровати, я вообще решила прописаться полностью уже обратно в квартиру и сидеть, требовать, чтобы ей кто-нибудь что-нибудь налил, потому что она шах, блять, ей надо все наливать. А жирная жиробасина показывает гнилой свой характер обычных среднестатистических подружек, которые бывают в наше время, и хочет проверить уже лично длину чернокожего баклажана. Из-за того, что было очень много всего эротичного и запрещенного, даже где Ральфи долбил свою шлюху, а она кое-что делала менту, так сказать, помогала американскому закону, я не смог это добавить, кроме того, что после этого он сидит, решает посмотреть, наверное, тот самый фильм «Гладиатор» вместе со своей шлюхой, которая не выходила уже 3 дня на работу в стриптиз, где она, собственно, и работает стриптизершей. Тут приезжает Данте, который 3000 баксов дал этой шалаве на зубы, чтобы ее улыбка не выглядела как катастрофа, блять. Так как ни у кого ужины не проводятся, кроме Сопрано, приезжают, блять, к Сопрано опять все. Ну, кроме шлюхи, которую долбит Ральфи. Зато Ральфи тусуется, как обычно, со всеми, потому что Ральфи классный, хоть и под кое-чем, но ему плевать. Вон сколько он печенек себе, блять, забрал. А баклажан решает познакомиться со своим батей-евреем, уже Мэду. И тот начинает считать мелочь до того, как сел, собственно, за стол. Говорит, что как бы это хорошо, что учеба это самое главное, что все должны учиться, все должны выживать, чтобы в принципе было все хорошо. И как бы я не знаю, почему ты полюбила моего сына, но это главное, что ты его полюбила, потому что он мой как бы сын единственный, и вот так вот всяк. Мэдоу понимает, что хотел примерно батя этого баклажана сказать, и все равно не понимает, как донести то же самое до своей второй части головы, потому что она ни хрена не понимает, что происходит вообще вокруг. Шлюха, которую назовем просто Катя, заходит и начинает возникать на Ральфе, что он гандон. Ральфи отводит ее поговорить на улицу. Она рассказывает, что она беременна. Он говорит, радуется, что скоро у нее родится дочка, которая будет такой же шалавой, как и ее мама. И начинается маленькая драка. Катя начинает въебываться на Ральфи, въебывает его, Ральфи начинает ее пиздить, а потом возвращается, начинает охлаждать свою руку. Ребята понимают, что что-то, блять, произошло. И, выйдя на улицу, находит то, что от девчонки уже и осталось. Она не сможет ни танцевать и, собственно, уже не сосать. Тони начинает пиздить Ральфи. Ральфи орет, что он из мафии, из криминала, и какого хера ты меня трогаешь. И они расходятся. Мэдоу говорит, что, в принципе, она готова дать ему в шоколадницу. Но чернокожий боится, потому что если у него длины не хватило на парадный, то в шоколадный, скорее всего, его уже организм не пустит. И Мэдоу понимает, что скорее всего отношения их не идут как раз в шоколадницу. То они вместе с женой приезжают к Мелфи, которая промывает им мозги, потому что она психолог. Тони еще не может как бы сконцентрироваться, потому что той девчонке было 22 или 23 года, а бледушный наркоман ее просто запиздил. Более того, она была еще и беременна. Так что практически все, что говорит Мелфи, он пролистывает у себя в башке, потому что он даже не знает, что в принципе сказать и как на все реагировать. Так что, надеюсь, друзья, вам понравился мой классный пересказ на классный сериал. Если да, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, потому что это поможет прекрасно в этой работе.
Так что отпишитесь, если вдруг нужно будет как бы такой интересный момент провернуть и изменить вообще музыку, под которую идет видео. Но это на всякий случай, вдруг она как бы вам настопиздила и вам уже не хочется смотреть видео, потому что вы слышите одно и то же. И ладно, если бы это была нормальная музыка, но это полное говно, и вы не хотите это слушать чисто из-за того, что это похоже на еблю кошек.